Уважаемые коллеги, дорогие друзья, гости форума, хотел бы вначале выразить огромную благодарность Рашиду Хазрату за теплые слова, сказанные им в адрес Дагестана, в адрес благотворительного нашего фонда «Инсан», который систематически доставляет такую помощь участникам СВО, среди которых и тысячи дагестанцев. Начну с информации о том, что вчера в Махачкале завершился э, международный мусульманский бизнес-форум «Тажир 2024, Дагестан». Вот, здесь в нем участвовали представители деловых кругов разных регионов России, а также стран Ближнего Востока и Средней Азии. И выступая на форуме, эксперты поделились ценными знаниями, необходимыми для людей, желающих вести бизнес в соответствии с нормами шариата, в соответствии с принципами ислама. Обсудили ряд актуальных вопросов, таких как перспективы развития исламской финансовой системы, расширение присутствия вот этих компаний на мировых рынках и так далее. Но я упомянул об этом факте, чтобы подчеркнуть, какую роль сегодня играет религиозный фактор, проникая во все сферы в жизни общества. И то обращение к духовным лидерам мировых религий с призывом к диалогу о совместной защите верующих и посредничестве о справедливом мире и мероприятия, проведенные международным общественной палатой в течение текущего года в этой части, это, конечно, низкую воспитательную нагрузку в очень нестабильных современных условиях. Это поистине очень нужный разговор о необходимости обеспечения развития межрелигиозного диалога в сегодняшнем мире, который находится накануне, по сути, Третьей мировой войны. И в истории нашей страны был новый период, когда власти именно для этой цели ослабили гонения на религию, и когда богословам было позволено участвовать в миротворческой деятельности. А в дальнейшем религиозных деятелей авторитеты прямо привлекали для решения важнейших вопросов сохранения мира и стабильности. Такие всесоюзные, всемирные, межрелигиозные саммиты и конференции состоялись, начиная с 1951 года, в 1969, 1977, 1982 годах. И конец 1980-х, 90-е годы были отмечены трехсторонними усилиями Русской Православной Церкви, Армянской Апостольной Церкви и Духовного управления мусульман Кавказа, которые внесли большой вклад в мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Примеров такого миротворческого служения ислама, православной церкви, иудейской религии можно привести много. И священнослужители даже прямо выходили на поле боя для того, чтобы воодушевлять воинов, помогать раненым, давать напутствие им перед сражением и для того, чтобы провожать последний путь тех, кто отдал свою жизнь за спасение Отечества. Сегодня тоже реальность такова. Однако сегодня гораздо важнее работать не только на полях сражений, но очень важно уже 2 с лишним года боевых действий нам показывает, что работа с общественным мнением, с конкретными группами людей очень важны для того, чтобы пушки умолкли и началась созидательная работа во имя примирения сторон. И тот факт, что на Украине еще в начале начали войну против Российской Православной Церкви, говорит о том, что враги наши знают о большом потенциале религии в решении проблем общества. Поэтому и наша задача заключается в том, чтобы правильно использовать этот потенциал межрелигиозного диалога в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и на территории Украины. И одной из самых распространенных форм реализации межрелигиозного диалога является участие религиозных лидеров в разнообразных саммитах, форумах и конференциях. И в этой части роль и значение межрелигиозного форума духовенства и общественности за справедливый мир и защиту верующих, конечно, сегодня трудно переоценить. Он способен содействовать урегулированию создавшегося положения, так как является эффективным инструментом минимизации конфликтов в сложных международных и внутригосударственных отношениях. Мы помним, как на Северном Кавказе проходили конфликты, разворачивались военные стычки, и какова была роль религиозных конфессий, их авторитетов в их урегулировании. Во всем мире стали известны беспорядки в Махачкалинском аэропорту 29 октября прошлого года. Они были организованы по методичке цветных революций,
людей призывали выходить на улицы семьями, брать с собой детей, женщин и стариков, чтобы правоохранители не могли задержать. Все было это обязательно оформлено в зеленом цвете с отсылками к исламу. И цель была не вовсе та, которую провозглашали. Эти беспорядки в аэропорту стали следствием запланированной провокации, осуществленной извне и направленной на подрыв это конфессионального единства народов России. Поэтому с учетом продолжающейся специальной военной операции нам сегодня нужен не полемический, а миротворческий межрелигиозный диалог. С одной стороны, этого добиться и не так трудно, потому что в 21 веке уже активно начал развиваться миротворческий межрелигиозный диалог. И популярность этого направления диалога во многом была связана с осознанием того факта, что в условиях современного, глобального, взаимозависимого и взаимосвязанного мира верующие разных религий массово и продуктивно контактируют друг с другом. Это мы видим и на сегодняшней встрече. Здесь акцент делается на обеспечении конструктивного взаимодействия религий как социальных институтов. И отсюда логично вытекает необходимость установления особого международного статуса священнослужителей, который станет рычагом решения многих проблем нашего общества. Думаю, и Совет старейшин Северного Кавказа постарается принять самое активное участие в проведении мероприятий, связанных с разрешением этой проблемы. И, естественно, наш сегодняшний разговор, рекомендации, которых мы выработаем по итогам обмена мнениями, дадут, вернее, определенный толчок к решению поставленной цели. Спасибо.